Привет! Сегодня у меня на обзоре беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4i. Это новинка от китайского гиганта электроники, которую я купил по предзаказу в официальном магазине еще в середине апреля. Обошлись они мне в общей сложности в 5500 рублей. Подобная цена обусловлена именно скидкой по данной акции, и сейчас, разумеется, они стоят дороже. Признаюсь честно, от этих наушников я ожидал некий аналог FreeBuds Pro на минималках, и понятное дело, что функций в данной модели намного меньше, нежели во флагманской, учитывая разницу в цене почти в 2 раза. А вот насколько хорошими в целом получились FreeBuds 4i, я и расскажу тебе прямо сейчас. Поставляются наушники в белой картонной коробке с изображением устройства на лицевой стороне, ровно как когда-то поставлялись и FreeBuds Pro. Здесь разве что сам картон качеством похуже и не такой плотный. Внутри ты найдешь кейс с наушниками, довольно длинный кабель для зарядки с интерфейсом USB-C, скрученный в кольцо, а также небольшую коробочку, куда поместили комплект сменных амбушюр и краткое руководство пользователя, разумеется, с русским языком. Напомню, у меня наушники Ростест. На этот раз я заказал черный, или как гласит официальное название, цвет угольно-черный. Наушники и зарядный футляр изготовлены из качественного глянцевого пластика. Никаких видимых швов и стыков на корпусе устройства нет. На передней стороне кейса под логотипом Huawei прячется одинокий статусный светодиод состояния, а на правой боковой, если ее можно так назвать, грани, имеется круглая физическая кнопка активации и сброса наушников до заводских настроек. В нижний торец встроен разъем для зарядки. Установленный в кейс аккумуляторный блок имеет емкость всего 215 мАч, и этого реально очень мало, учитывая, что в каждый наушник поместили по 55. То есть в теории даже на 2 полноценных полных зарядки такой емкости не хватит. В целом зарядный кредл выглядит очень компактным, его габаритные размеры по длине, ширине и высоте составляют 62 на 27 и на 48 мм соответственно. Его вес с наушниками внутри получается 46 грамм, без 35. Крышка кейса открывается легко и никак не фиксируется в верхнем положении. Петля здесь пластиковая, без доводчика. В силу глянцевости исполнения самих наушников и довольно сильных магнитов в посадочных местах, не всегда с первого раза получается достать их из кейса, но приноровиться со временем можно. В моем случае, по крайней мере, через пару дней этот момент перестал доставлять неудобства. Основные корпуса наушников, так называемые камеры с звуководами, по форме максимально приближены к таковым в модели FreeBuds Pro. Оттого в мои уши сели они как надо. Амбушюры из комплекта в целом нормальные, но они здесь чуть жестче, чем у флагмана. К слову сказать, если вдруг они все же тебе не подойдут, то несмотря на овальную структуру звуковода, на него с легкостью можно нацепить обычные круглые амбушюры. К примеру, вот такие. К моему удивлению, наушники с такими насадками прекрасно помещаются в кейс, и при этом крышка закрывается плотно. Управление функциями мультимедиа в наушниках сенсорное и осуществляется жестами, которые можно переназначить в фирменной программе AI Live. Скачать ее можно по QR-коду с коробки или из собственного магазина приложений App Gallery. Здесь можно посмотреть уровни заряда как кейса, так и каждого из наушников, выполнить обновление устройства при его наличии, а также вручную переключаться между режимами активного шумоподавления, нормальным и прозрачностью. Выбрать цикличность этих режимов, а также назначить функцию на единственный имеющийся жест управления можно, как ни странно, в разделе управления. На двойное касание возможно установить плей-паузу, переключение треков или вызов ассистента. А вот управлять громкостью с самих наушников здесь нельзя, такую опцию производитель не предоставил. Уж и не знаю, что здесь лучше, иметь в настройках возможность назначить на жест управления громкостью, но не иметь дополнительного жеста для этого, или же не иметь такой возможности вовсе. К слову сказать, после недавнего обновления самого приложения в наушниках стали активными датчики автопаузы. Теперь они работают корректно на всех Android устройствах, причем они здесь такие же умные, как и в модели Pro. К примеру, если у тебя в наушниках включен режим шумоподавления или прозрачности, то стоит тебе извлечь наушник из уха и поместить его в кейс, как контроллер уровня шума переключит наушники в обычный режим, чтобы не расходовать заряд на работу микрофона. И это весьма логично, ведь с одним наушником данные функции будут попросту бесполезны. И я неспроста сделал на этом акцент, ведь не все наушники так умеют. Отдельного внимания здесь заслуживают микрофоны, а точнее их расположение. На этот раз их поместили не в нижней точке ножки, как это обычно бывает, а примерно в середине, что по идее должно препятствовать задуванию порывов ветра. А вот сработало такое решение или нет, я и предлагаю тебе сейчас послушать в моем тесте. Проверяем работу микрофонов в наушниках Huawei FreeBuds 4i. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна. С двух сторон мне сюда задувает ветер, очень сильный ветер сегодня. И в принципе можно примерно понять, как отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования. Допустим, летом, если ты будешь с открытым ехать и разговаривать с тем, кто будет
микрофон с помощью вот этих вот наушников. Вот как-то так это все работает. Напиши в комментариях, понравился ли звук с данных микрофонов. Ну а теперь по традиции второй тест, тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум. Она потихоньку набирает обороты. И сейчас уже в течение 5 секунд у меня в салоне будет стоять очень сильный шум. Выдувает горячий воздух отовсюду. Громко очень сильно здесь в салоне. Сейчас я тебе вставлю фрагмент. И вот так отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования. Здесь уже по факту, если ты зимой будешь обогреваться на полной машине, то будешь вот так вот разговаривать с собеседником. Вот таким образом тебя собеседник будет слушать. Ну что же, а вот так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать, идя по такой тихой, спокойной улочке. Машины здесь практически не ездят, ветер сегодня есть, такой небольшой, но тихий даже, я бы так сказал. И тем не менее, в принципе, можно примерно представить, как можно будет разговаривать со своим собеседником, находясь на улице. Вот как-то так это все работает. Ну что же, вот такой вот результат получился у меня по микрофонам. Я вполне допускаю, что с новыми прошивками их работу допилят или как-то поправят. По крайней мере, могу судить это по своим Huawei FreeBuds Pro, которыми пользуюсь уже больше полугода. Прошивки с исправлениями и улучшениями на них выходят регулярно, что не может не радовать. Приятно осознавать, что в Huawei серьезно подходят к поддержке собственных продуктов. Кстати, если тебе вдруг интересно, то в своем телеграм-канале недавно я уже публиковал предварительный тест работы микрофонов 4i, и для сравнения в тех же условиях продемонстрировал работу микрофонов FreeBuds Pro. Если будет время, то заходи посмотреть, разница точно удивит. Ну и после такого небольшого лирического отступления я, пожалуй, продолжу и расскажу тебе о звуке. По заявлению производителей, наушники обладают кристальным звучанием, и здесь я с ними точно спорить не буду. Наушники действительно играют чисто, детализированно и в целом приятно. Но лично мне в них немного не хватило того самого мид-баса, который как бы раскрывает музыкальную композицию во всей ее красе на границе между средними и низкими частотами. Вот нет здесь того объема, что я получаю от FreeBuds Pro. В них баланс и частотная картина для меня, можно сказать, идеальны, а вот звучание в 4i чуть суше и резче, но своего пользователя эти наушники определенно найдут, ведь ощутить ту самую разницу можно только при прямом сравнении. Основная звуковая подача здесь без каких-либо приукрашиваний, все инструменты отчетливо различимы, особенно в верхнем диапазоне. Высокие частоты настолько отточены и пронзительны, что лично мне поначалу их хотелось немного подубрать, для того чтобы выровнять общую частотную кривую, но послушав их несколько дней на постоянной основе, быстро привыкаешь к такой настройке. Вполне допускаю, что спустя время и по данной части прошивками откорректируют все это дело. Самое главное, что даже на своем максимуме здесь нет каши из частот, а звучат наушники очень громко, запас здесь хороший. В моем тесте автономности на 100% громкости наушники на одном заряде отыграли целых 5 часов и 44 минуты. Левый наушник сел чуть быстрее, а в правом, судя по приложению, оставалось еще 10% заряда. Разумеется, заявленные 10 часов это чистой воды маркетинг. В описании четко написано, что тест проводился на 50% громкости, но вероятнее всего на всех 100% их будут слушать немногие, но я всегда на тесте автономности выжимаю из наушников максимум. Ну и как ты понимаешь, при использовании активного шумодава или же в режиме прозрачности данный показатель будет меньше минимум раза в 1,5. Тем не менее, в кейсе имеется функция быстрой зарядки. 10 минут нахождения там наушников подарит тебе как минимум час-полтора прослушивания любимой музыки на максималках. В наушниках нет специального игрового режима с низкой задержкой, оттого профи-игроки могут проходить мимо. А вот для любителей сыграть партийку-другую без фанатизма, полученный мной интервал задержки звука в 280-320 миллисекунд в популярных шутерах покажутся вполне сносными. На слух отставание в треть секунды уловить довольно сложно, особенно во время какой-то зарубы между командами. В ютубе уже по старой доброй традиции на слух звук от видео не отстает. Смотреть ролики можно с комфортом. Эта дисциплина для ТВС наушников в 2021 году уже давно не является испытанием. А вот что еще очень понравилось и что у Huawei всегда было на высоте, это сопряжение. Подключение к смартфону происходит по открытию крышки кейса, и оно здесь просто молниеносное. Не успел еще до конца открыть кейс, а наушники уже подцепились. В паре главного нет, пользоваться можно как левым, так и правым по отдельности. За связь отвечает современный модуль Bluetooth версии 5.2. По стабильности соединения наушники ведут себя также превосходно. Проверял на улице, в общественных местах с большим количеством людей, ну и разумеется дома. Нигде из перечисленных локаций даже мельчайших обрывов я не ловил. Конечно же, все в пределах заявленных расстояний.
Ну и подводя некий итог по данной модели, я впервые нахожусь в какой-то неопределенности. С одной стороны, перед нами прекрасные наушники от известного бренда, и их поддержка с течением времени априори обеспечена. С другой же стоит и машет рукой довольно внушительный ценник. И тут я уточню, внушительный он лишь для того набора функций, что предлагают нам FreeBuds 4i. Ведь очевидно, что на рынке есть модели и подороже. И вот если с наушниками FreeBuds Pro я не перестану повторять, что они стоят всех своих потраченных денег, и аналогов на рынке сейчас просто нет, ну точнее почти нет, еще неизвестно, что там с PhilCC Pro, то вот у наушников FreeBuds 4i конкурентов хоть отбавляй, хотя по параметру автономности потягаться с ними смогут уже единицы. И вот отдельной строкой я бы здесь хотел отметить недавнюю очень удачную модель Buds Air 2 от Realme, который стоит в 2 раза дешевле, но при этом по части функциональности предлагает почти то же самое и где-то даже больше. И вот на фоне такого сравнения можно уже задуматься всерьез, а стоят ли наушники от Huawei такой переплаты. Думаю, уже совсем скоро ответ на данный вопрос ты получишь в отдельном ролике. Ну а я же в свою очередь постарался сегодня максимально подробно рассказать, что из себя представляет новый FreeBuds 4i от Huawei. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.